Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы с вами находимся на морском курорте Албена, который считается самым дорогим курортом Болгарии. Но так ли это? Сколько на самом деле стоит отдых в Албене? Пляжи действительно лучше в Болгарии или есть подвох? Отели все включено или питание самостоятельно? Что выгодней? В этом видео все ответы на ваши вопросы. Албена. Кратко о главном. Факты и цифры. Добро пожаловать в Албену. Это не просто курорт, это целая история. Представьте, здесь, на побережье Черного моря, на склонах Добруджанского плато, расположен этот удивительный уголок Болгарии. Курорт Албена был основан в далеком 1966 году. Чем же Албена особенно выделяется на фоне других болгарских курортов? Во-первых, это курортный комплекс закрытого типа. Да, вы не ослышались. На въезде и выезде стоят автоматические шлагбаумы, что создает особую уединенную атмосферу. Албена граничит с природным заповедником Валтета с южной стороны, что обеспечивает уникальный микроклимат и обилие зелени. Золотистые песчаные пляжи, кристально чистое море и живописные леса – все это создает неповторимую атмосферу. А теперь, когда мы разобрались с общими фактами, давайте перейдем к самому важному вопросу, который волнует каждого туриста. Когда же лучше всего ехать в Албену? Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Климат в Албене – это отдельная история. Он мягкий и приятный, идеальный для летнего отдыха. Здесь нет изнуряющих пиков жары, что делает пребывание очень комфортным. По результатам многолетних наблюдений, самый теплый месяц в Албене – это июль. Воздух прогревается до самых комфортных значений, создавая идеальные условия для пляжного отдыха. А самая теплая вода в море в августе. Именно тогда море превращается в парное молоко, приглашая к долгим купаниям. Сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды в Албене в море. Волны большие, не знаю, 25,4 температура воды. Но есть и нюансы моря, о которых стоит знать заранее. Здесь открытое море, и это значит, что волны здесь частый гость. Сегодня, например, когда мы снимали, были довольно большие волны, что, конечно, влияет на прозрачность воды. Но обычно здесь отличное качество воды. Дно преимущественно песчаное, без ракушек и камней. Кстати, о том, что скрывается под волнами. Подводный мир Албены. Поскольку сегодня большие волны, даже камеру удержать было сложно, поэтому мы видим много естественного мусора, части водорослей. Само дно чистое, песок без ракушек и камней. В этом году мы не увидели и не почувствовали гламурусов бокоплавов, что тоже хорошая новость. Так что, если любите снорклинг, берите маску, вам точно будет чем заняться. Как добраться в Албену? Все способы: самолет, автобус, своя машина. Добраться до Албены совсем не сложно, ведь курорт имеет отличное транспортное сообщение. Самый быстрый и удобный способ – это, конечно, самолет. Ближайший к Албене аэропорт находится в Варне, и это всего лишь 30 километров к северу от курорта. Если вы предпочитаете автобусное сообщение, то из Варны до Албены можно добраться примерно за 45 минут. Автобусы отправляются каждые полчаса, а цена билета составит от 7 до 8 левов. Но что если вы путешествуете на своей машине? Это дает вам максимальную свободу. Дороги к Албене в целом хорошие. Однако будьте готовы к тому, что въезд на сам курорт имеет свои особенности. До 30 минут пребывания бесплатно. А вот если вы планируете остаться дольше, тогда придется заплатить за целые сутки. Цена зависит от места парковки. В пик сезона, который длится с 1 июня по 30 сентября, действуют следующие тарифы. Зеленая зона – 20 левов за въезд и парковку на 24 часа. Синяя зона – 10 левов за въезд и парковку на 24 часа. Парковка на автовокзале – 8 левов за въезд и парковку на 24 часа. И, как я уже сказала, 30 минут бесплатного пребывания с момента первого въезда на курорт. Ну вот пришло время платить за паркинг. Получилось за 2 часа 10 лев. Приятной особенностью курорта является внутренний общественный транспорт. Это специальные маленькие поезда. Они курсируют по расписанию по своим маршрутам внутри курорта, что очень удобно, если ваш отель находится не на первой линии или вы просто хотите быстро переместиться по территории. Жилье в Албене, цены и где искать. Итак, вы приехали. Куда поселиться? Албена предлагает большой выбор жилья, хотя основной фокус здесь на отелях, многие из которых работают по системе «Все включено». Давайте разбираться с ценами на этот год и тем, где искать. Сразу скажу, Албена действительно считается одним из самых дорогих курортов в Болгарии.
Болгарии. Цены на проживание в пик сезона начинаются от 109 евро за двухместный номер по системе «Все включено». А в отелях на первой линии цены на номера стартуют уже от 203 евро за ночь. Также по системе «Все включено». Маленький лайфхак, позволяющий немного сэкономить. Если бронировать отель не на популярных сайтах, а напрямую на официальном сайте Албены, ищите по названию курорта, то цены на бронирование могут быть значительно дешевле. Там же можно найти варианты размещения и попроще, без «Все включено», оплачивая только за ночлег. Также нужно учитывать, что за номера в самых популярных отелях могут закупаться заранее, даже еще зимой, поэтому, если у вас есть предпочтение, не затягивайте с бронированием. И еще один важный момент. Если вы будете отдыхать в отеле далеко от моря, то наверняка он будет находиться на приличной возвышенности. Раньше в Албении нашли современный выход из этой ситуации. Для удобства был построен эскалатор. Он работал бесплатно для всех желающих, но сейчас интересная особенность. Они сделали его платным. Поставили турникет, но, к сожалению, на момент нашей съемки эскалатор не работал, хотя деньги он принимал. И люди все равно поднимались наверх пешком. Будем надеяться, что эту проблему решат. Вот, например, нам попались такие шикарные номера сразу со своим мини-бассейном и на первой линии у пляжа. А вот отели, которые далеко от моря, на возвышенности, выглядят, на наш взгляд, более изношенными снаружи. Если вы отдыхали в таких отелях, обязательно напишите свои впечатления в комментарии под видео. Это очень поможет другим зрителям. Инфраструктура и сервис. Что предлагает курорт для комфортного отдыха? Албена – это не просто набор отелей, это полноценный курорт со всей необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха. Здесь вам не придется скучать или искать что-то за пределами курорта. Во-первых, про финансы. На курорте расположены банкоматы, есть почта, снять наличные или отправить открытку абсолютно не проблема. Во-вторых, шопинг и предметы первой необходимости. Здесь полно павильонов с продажей, сувениров и всякой всячины, а также есть такси. Для детей есть детские площадки и маленький лунопарк. А вот открылся новый магазин Carrefour. Цены здесь, конечно, курортные, но наличие такого крупного сетевого магазина – это плюс. Хотя вдали от моря можно встретить и такие вот заброшенные кафе, что, конечно, контрастирует с общим впечатлением. Питание в Албении – от ресторанов до супермаркетов. Цены и где вкусно. А теперь о питании. В Албении многие отели предлагают по системе «Все включено». И в этом есть свой большой плюс. Вам не нужно тратить время на поиски места, где поесть. И, соответственно, остается больше времени на сам отдых. Но для желающих дополнительно разнообразить свой рацион, конечно, есть заведения общепита. Их не так много, как на других больших курортах, но найти их несложно. Вот некоторые актуальные цены этого года из ресторанчика, которые мы заметили. Рыбный суп. 7 лев 50 стотинок, около 3 евро 75 центов. Курица с рисом 9 лев 50 стотинок, около 4 евро 75 центов. Таратор, традиционный болгарский холодный суп, 6 лев 50 стотинок, около 3 евро 25 центов. Торт «Фантазия» 7 левов, около 3,5 евро. Сафрит, мелкая жареная рыбка 16 левов, около 8 евро. Если вы предпочитаете готовить сами, продукты можно купить в маленьких магазинчиках на курорте. Но имейте в виду, цены там, как правило, курортные, в прямом смысле этого слова. Здесь, к сожалению, нет крупных сетевых супермаркетов, как на некоторых других курортах. Пляжи в Албении, золотой песок или есть подвох. Обзор и наши рекомендации. А сейчас мы проверим пляжи. И Албена, по моему мнению, может похвастаться одним из лучших пляжей в Болгарии. Длина пляжа здесь составляет более 5 километров, и он очень широкий. Местами его ширина достигает 150 метров. Он действительно похож на пляж на побережье океана с мелким золотистым песком. Что особенно важно для семьи с детьми, это пологий вход в воду, что делает его идеальным для малышей. И, конечно, пляж ежегодно получает престижное звание «Голубой флаг» с 1996 года. Это гарантия чистоты, безопасности и высокого качества. Что касается отдыха на пляже, вы можете взять свой зонтик и расположиться в бесплатной зоне, или же взять пляжный инвентарь в аренду. Этим летом на всех пляжах Албены цены одинаковые. 3,5 евро за зонтик и 3,5 евро за шезлонг. То есть за комплект из зонтика и одного шезлонга вы отдадите 7 евро. Пляжи оборудованы всем необходимым. Есть спасатели, медицинский пункт, простые, но функциональные раздевалки и душевые. Урны для мусора имеются как на пляже, так и на всех оживленных улицах. А поблизости у пляжа находятся те самые бесплатные туалеты, о которых мы уже говорили. Вот, кстати, видите, стоят дежурные. Скоро это тоже показатель заботы о безопасности. На пляже Албены можно не только позагорать, поплавать в море и поиграть в пляжный волейбол. Также можно покататься на водном мотоцикле, на банане и других водных аттракционах. Развлечения и досуг. Что посмотреть в Албене и рядом. Албена – это то место, где скучать точно не придется. Вас ждут удивительные приключения и незабываемые впечатления. Давайте посмотрим, чем можно заняться и что интересного можно здесь
здесь увидеть? Начнем с классики. Прямо на территории курорта есть небольшой аквапарк «Аквамания», где можно весело провести время. Цена билета для взрослого – 24 евро и 13 евро для детей. Бесплатный вход для детей ростом до 90 сантиметров. Вдоль берега параллельно пляжу идет асфальтированная дорога, своего рода променад, по которой можно гулять или кататься на велосипеде. По этой улице расположены ресторанчики и ларьки с фастфудом, аксессуарами для пляжного отдыха и сувенирные лавки. Если вы любите активный отдых, здесь есть много спортивных возможностей. Можно поиграть в волейбол, заняться теннисом, поиграть в бадминтон, пострелять из лука. Есть в Албании и езда на лошади, езда на картинге и мини-гольф. Хотите исследовать курорт на своей скорости? Прокат велосипеда для двоих стоит 10 евро за 30 минут. Такой же велосипед, но на электрической тяге, стоит 15 евро. А для самых маленьких гостей предлагаются разнообразные услуги, включая детский сад и детские клубы с воспитателями. Тем, кто не привык целыми днями лежать на пляже, рекомендуем посетить природный заповедник Балтета, который открылся в 1978 году. Здесь можно насладиться тишиной и природой. А если вы готовы отправиться чуть дальше, прямо из Албена можно взять множество экскурсий. Некоторые из них посещение города Балчик и мыса Калиакра, а также посещение дельфинария в Варне. На территории курорта можно взять в аренду авто и проехаться по окрестностям. И новинка этого года – можно покататься на таких каретах. Это, безусловно, добавит романтики в ваш отдых. И, конечно, нельзя не упомянуть о здоровье. Воздух в этих местах богат солями, озоном, йодом, бромом и кальцием. Его влажность оптимальная составляет в среднем 63-65%. Поэтому отдых в Албании многие совмещают с укреплением здоровья. Медицинские и бальнеологические центры используют все, что дано природой этой местности: экологическую обстановку, минеральную воду и морской климат. На территории Албены расположены такие фонтанчики с минеральной водой, которую рекомендуется пить 3 раза в день. Это минеральная вода с низкой минерализацией, гидрокарбонатная. Она помогает при ряде заболеваний. На безопасность в Албании, как отдыхать спокойно. Вопрос безопасности всегда стоит остро, когда мы планируем отпуск. И здесь, на Албании, я могу сказать, благодаря тому, что это закрытый курортный комплекс со шлагбаумом на въезде, здесь мало случайных людей, и это повышает общий уровень безопасности. На пляжах всегда дежурят спасатели и есть медицинский пункт. Однако это не повод расслабляться полностью. Всегда рекомендуется соблюдать элементарные меры предосторожности, которые актуальны для любого туристического места. Не оставляйте без присмотра ценные вещи на пляже. В отеле рекомендуется хранить ценные вещи в сейфе. Помните, даже на самых безопасных курортах всегда стоит быть бдительными и соблюдать предосторожность. Наслаждайтесь отдыхом в Албании, но будьте внимательны. Цены на отдых: жилье, питание, развлечения, транспорт. А теперь давайте сведем все воедино и поговорим о самом главном, о полном бюджете поездки в Албанию в этом году. Ведь планирование – это ключ к успешному отдыху. Я дам вам примерные цифры, чтобы вы могли сориентироваться. Жилье. Отель все включено от 109 евро за двухместный номер в сутки. Отель на первой линии все включено от 203 евро за местный номер в сутки. Питание, если не все включено. Цены в ресторанах: рыбный суп 7,50 лев, курица с рисом 9 лев 50 статинок, софрит 16 левов. Продукты в магазинах: минеральная вода 0,5 литров, лев 39, кока-кола 2 литра 5,69 левов, мини-круассаны 2 лева 45 статинок. Пляжный инвентарь за день: зонтик 3,50 евро, шезлонг 3,5 евро. Итого за комплект зонтик плюс 2 шезлонга 10 евро 50 центов. Транспорт: автобус из Варны 7-8 лев. Парковка на курорте от 8 до 20 лев в сутки. Эскалатор 1 лев, если заработает. Развлечения ориентировочно на человека в зависимости от ваших предпочтений. Прокат велосипеда для двоих 10 евро, 30 минут. Электрический велосипед 15 евро, 30 минут. Аквапарк «Аквамания», где можно весело провести время, цена билета для взрослого 24 евро и 13 евро для детей. Если вы выбираете «все включено», то основная часть расходов уже заложена в стоимость отеля. Дополнительные будут траты на экскурсии, аренду транспорта и, возможно, дополнительные развлечения. Это может быть выгоднее, если вы планируете большую часть времени проводить в отеле. Главные плюсы Албены, за что ее выбирают тысячи туристов. Итак, мы разобрали детали, а теперь давайте суммируем. Почему же тысячи туристов из года в год выбирают Албену? Вот главные преимущества. Прекрасная природа. Близость к заповеднику Балтета обеспечивает обилие зелени вокруг и на всей территории курорта. Воздух здесь богат солями, озоном, йодом, бромом и кальцием, что способствует укреплению здоровья. Пляж Албены один из лучших в Болгарии. Мелкий песок, пологий вход в воду, идеальный для детей. Ежегодное подтверждение голубого флага. Гарантия чистейшей воды и ухоженных пляжей. Уникальная инфраструктура. Бесплатные туалеты и душевые для всех на пляжах – это очень удобно и редко встречается.
Наличие медицинского бальнеологического центра с минеральной водой для оздоровления. Закрытый тип курорта. Меньше случайных людей, более спокойная и безопасная атмосфера для отдыха. Широкий спектр развлечений. Есть свой аквапарк Аквамания, небольшой лунопарк, много спортивных активностей, теннис, волейбол, гольф. И возможность посещения разнообразных экскурсий. Удобство системы все включено. Большинство отелей предлагают эту систему, что позволяет не беспокоиться о питании и максимально расслабиться. Как видите, причин выбрать Албену очень много. Но, конечно, как у любого курорта, здесь есть и свои нюансы. Основные минусы Албены. К чему быть готовым? Честный разбор. Мы всегда за честность, поэтому давайте поговорим и о тех особенностях Албены, которые стоит знать заранее, чтобы ваш отдых не был омрачен неприятными сюрпризами. Высокие цены на проживание. Албена считается самым дорогим курортом в Болгарии. Это подтверждают цены на жилье, особенно по системе «Все включено» и на первой линии. Высокие цены на продукты в магазинах. Если вы планируете готовить сами или покупать перекусы, будьте готовы к тому, что в местных магазинчиках цены значительно выше, чем в Варне. Платный въезд на курорт на машине. Если вы путешествуете на своем авто и планируете остаться дольше 30 минут, придется заплатить за парковку, и это тоже добавит к бюджету. Проблемы с эскалатором. На момент нашей съемки эскалатор, предназначен для удобного подъема к отелям на возвышенности, не работал, хотя и принимал оплату. Это может быть неудобно для некоторых туристов. Отсутствие крупных супермаркетов. Как видите, минусы не критичны, но их обязательно нужно учитывать при планировании поездки. Для кого этот курорт? Идеальный отдых для семей, молодежи или спокойного релакса? Итак, после всего, что мы обсудили, давайте подведем итог. Для кого же Албена? Это идеальный выбор в этом году. Для семей с детьми. С ее широким пляжем, с пологим входом, обилием зелени, детскими клубами и наличием аквапарка, Албена – это практически идеальный выбор для семейного отдыха, особенно с маленькими детьми. Для тех, кто ценит комфорт и систему «Все включено». Если вы предпочитаете, чтобы обо всем позаботились за вас и готовы за это платить, Албена предложит вам высокий уровень сервиса и удобства полного пансиона. Для любителей спокойного релакса и оздоровления. Благодаря закрытому типу курорта, обилию зелени, чистому воздуху и наличию бальнеологического центра, Албена прекрасно подходит для тех, кто ищет уединение и возможность поправить здоровье. Для тех, кто готов к высоким ценам. Если бюджет не является решающим фактором и вы готовы платить за качество и комфорт, Албена вас не разочарует. А теперь о тех, кому стоит подумать дважды. Для шумной молодежи, жаждущей круглосуточных вечеринок. Хотя в Албене есть ночная жизнь, она не так масштабна и безудержна, как, например, на Солнечном берегу или Золотых Песках. Здесь атмосфера более сдержанная и семейная. Для ультрабюджетных туристов. Если ваш бюджет очень ограничен, Албена может показаться дорогой, особенно если вы привыкли к более демократичным ценам на других болгарских курортах. Если вы вписываетесь в первые категории, Албена подарит вам незабываемый отпуск. Итоги. Албена. Наш вердикт и главные советы перед поездкой. Итак, друзья, мы с вами совершили полное погружение в мир Албены. Пришло время подвести итоги и вынести наш вердикт. Албена в этом году – это уникальный развивающийся курорт, который предлагает гораздо больше, чем просто пляжный отдых. Это сочетание великолепных, отмеченных голубым флагом пляжей, развитой, хотя и дорогой инфраструктуры, нетронутой природой заповедника и множество развлечений. Она идеально подойдет для семей с детьми, благодаря пологому входу в море и безопасной атмосфере закрытого комплекса. Это также отличный выбор для тех, кто ищет спокойный, комфортный отдых, все включено и возможность оздоровления. Если вы цените чистоту, порядок и готовы платить за качество, Албена вас не разочарует. А вот ультрабюджетных путешественников или тех, кто ищет шумные ночные вечеринки до утра, возможно, стоит рассмотреть другие варианты. Мои главные советы перед поездкой в Албену. Бронируйте заранее, особенно если вы хотите конкретный отель или номер на первой линии. Их разбирают очень быстро. Используйте официальный сайт Албены. Это ваш шанс немного сэкономить на проживании. Учитывайте стоимость парковки. Если вы едете на машине, заложите эту сумму в свой бюджет. Запаситесь перекусами. Цены в маленьких магазинах на курортах кусаются, так что небольшие запасы могут быть кстати. Не забудьте про оздоровительный эффект. Посетите минеральные источники и насладитесь целебным воздухом. Исследуйте заповедник. Балтета – это настоящее сокровище, которое стоит открыть для себя. Интересно, а были ли вы в Албене? Что вам понравилось или не понравилось? Обязательно пишите свои мысли и опыт в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!